Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку финских новостей, но подобрались сюжеты скандал за скандалом. Так что, кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Я вам уже рассказывала и про депутатов, и про еврокомиссаров. Напомню. На рейс в Таиланд депутат залетал, глаз от винишка задорно блистал, и в самолет прихватил он секрет: водка и пиво, любимый дуэт. Уйдите в туман, он кричал экипажу: я депутат и не пьяный ни разу. Но экипаж куража не принял, полицию вызвал и чудика сдал. Видео можно посмотреть по ссылке в описании. Теперь черед министра. В июле в Финляндии прошел музыкальный фестиваль «Руйсрок», и муниципалитет Турку любезно пригласил политиков приятно провести время на концерте. Концерт был хорош, но министр окружающей среды и климата Сари Мултала выступила лучше всех. Она была пьяна до изумления. Tää on iso media, nuorisomedia. Voiko joku... No niin, tulkaa kaikki siihen. Onko siellä teidän kännykkä toi? Täällä on. Kurronen pitäisi saada. Joo, tää tulee puheen. Видео выложили на YouTube, оно набрало популярность, и министр теперь призналась. Да, была пьяна, извините. При этом она уверяет, что не знала, что ее снимают. Хотя на кадрах прекрасно видно. Рядом с министеркой Мултала и премьер-министром Петри Орпо стоит рэпер Вилли Галли. Прямо показывая на камеру, говорит: это большие молодежные медиа. Да, и премьер тоже в кадре, и тоже тепленький. А потом тот же рэпер, глядя на обоих, уточняет: вы весь день бухали, да? Вы вообще в хлам! Но теперь Мултала на голубом глазу утверждает, что это была частная беседа под конец вечера. Частная беседа на фестивале рядом с премьер-министром и под прицелом камер и под реплики рэпера, который комментирует твое состояние. Кстати, билет на Руйсрок министр не покупала, а получила приглашение от муниципалитета Турку. За чей счет была выпивка, СМИ пока скромно умалчивают. У меня есть видео, где я рассказываю, что в этом году русскоязычный Иван Девяткин стал депутатом горсовета в городе Лаппенранта. И ссылка в описании. И вот он опять в заголовках финских СМИ. Муниципальный депутат Иван Девяткин внезапно появился на международной конференции ОБСЕ и выложил в соцсетях видео с бейджиком участника «Иван Девяткин, City of Лаппенранта». Но проблема в том, что город никого на эту конференцию не отправлял. Мэр города Туомо Саллинен назвал поведение депутата Девяткина недопустимым. Мол, у Девяткина нет полномочий говорить от имени Лаппенранты. Девяткин оправдывается. Он поехал на конференцию, чтобы рассказать о проблеме закрытой русско-финской границы, которую называет нарушением прав человека. По его словам, он не скрывал, что едет по собственной инициативе, и указал свою должность честно – член городского совета. Но вот беда. Официальная позиция Лаппенранты – границу надо держать закрытой и дальше. А Девяткин, наоборот, активно призывает ее открыть. Конференция была открыта для всех, и действительно никто не проверял, кто кого представляет. Девяткин там не выступал, но заявил, что завел ценные высокоуровневые контакты. Вот только с кем он не раскрывает. А теперь ремарка. Ивана ранее исключили из рядов СДП, потому что он не выразил четкого осуждения войны на Украине. Хотя, когда у человека живут родственники в России и куда он вынужден ездить, то его осторожность в высказываниях легко объяснима. Весной этого года его избрали в горсовет Лаппенранты от Левого Союза, но изгнали и оттуда, из Левого Союза, за постоянные нарушения партийной дисциплины, в том числе за то, что он повысил голос на заседании однопартийцев. Закрытая граница не дает покоя многим. В Лаппенранте прошел автопробег проактивников закрытия границы с Россией. Десятки машин проехали колонной к пограничному переходу Нуяма, который закрыт уже почти 2 года.
Участники говорят, что речь идет о правах человека. Pitäisi avata muutama paikka ilman muuta tästä itärajalta, totta kai, koska ihan inhimillisistä syistä on sukulaissuhteita, on työsuhteita, on bisnestä. Itä-Suomi menettää miljoonan suurin piirtein päivässä siitä syystä, että esimerkiksi venäläisiä turisteja käy suoraan Suomessa ja niin poispäin. Paljon syitä, taloudellisia, moraalisia, ihmissuhteita, kaikkea tämmöisiä syitä löytyy kyllä, jos sitä ruvetaan luettelemaan. Организаторы акции Катя Марова и Иван Девяткин говорят, что хотят запустить открытую дискуссию. Девяткин считает, что в регионе боятся поднимать эту тему, чтобы не попасть под обвинение в связях с Кремлем. Он предлагает хотя бы частично открыть КПП. В сентябре в Лаперанте планируется еще одна подобная акция. Финская миграционная служба Мигри отказала в выдаче постоянного вида на жительство ВНЖ уроженке Петербурга, переехавшей в Финляндию 10 лет назад из-за одного незначительного нарушения правил дорожного движения. В декабре 2023 года Вера проехала на красный свет в Эспо. Ее оштрафовали на 120 евро. Она оплатила штраф и забыла о происшествии. А в апреле этого года миграционная служба Финляндии Мигри отказала ей в выдаче постоянного вида на жительство. Единственная причина – этот штраф за создание опасности для дорожного движения. Женщины выдали только временное разрешение на проживание в стране, так как у нее есть несовершеннолетняя дочь, являющаяся гражданкой Финляндии. В решении прямым текстом: создание опасности для дорожного движения – дело серьезное. И приписка: если в будущем будут новые нарушения, это повлияет на выдачу следующего ВНЖ. То есть, еще раз проедешь на красный свет. Все, давай. Давай, до свидания. По данным Центра правовой информации, у Веры нет судимости или незакрытых уголовных дел за все годы проживания в Финляндии. Профессор уголовного права Хельсинского университета Киммо Нуотио только развел руками. Странное решение, нарушение мелкое, к нему почти каждый водитель причастен. Один эпизод не свидетельствует о пренебрежении к ценностям общества или о склонности к преступной жизни. Но закон об иностранцах суров и не допускает исключений. Если с момента даже мелкого нарушения прошло меньше 2 лет, автоматический отказ в постоянном ВНЖ. Без вариантов. Хоть ты 10 лет честно платил налоги, шансов 0. Так маленькая ошибка в дорожном движении может обернуться большими проблемами в жизни. Коллекторское агентство «Интрум» отказалось работать с владелицей салона красоты в Эспо. Почему? Да потому что у нее российский паспорт. Никаких связей с РФ, кроме гражданства предпринимательницы, бизнес не имеет. Анастасия Колганова переехала в Финляндию 7 лет назад, и больше 5 лет у нее свой бизнес – салон красоты. Однажды клиентка записалась на маникюр, но не пришла и неустойку не уплатила. Чтобы получить долг, Анастасия обратилась в коллекторное агентство, но получила отказ. В соответствии с нашей политикой, основанной на санкциях ЕС, мы в настоящее время не предоставляем услуги компаниям, находящимся в российской собственности или под российским контролем. Под российским контролем агентство, видимо, имело в виду наличие у Анастасии российского гражданства. Колганова подала жалобу омбудсмену по равноправию. Дело рассматривает уже почти год. Интрум отделался общими фразами про страновой риск и отказался уточнять, какой именно риск в финском салоне красоты с финскими клиентами и с финскими банками. Санкционный отдел МИД Финляндии прямо сказал: если компания не в санкционном списке, препятствий для оказания услуг нет. Окончательное решение омбудсмен планирует принять осенью. А пока Колганова надеется, что Финляндия не пойдет по пути свои и чужие на основании паспорта. Потому что когда бизнесу отказывают в правах не по закону, а по понятиям, в проигрыше все. Ситуация, когда из-за 55 евро бизнес сталкивается с дискриминацией, это не страновой риск, это страновой абсурд. На основании своего опыта Анастасия сделала вывод. Получается, любой человек может не оплачивать услуги, и ему за это ничего не будет, потому что мало кто пойдет в суд из-за 55 евро. Ну это да, себе дороже. Ну и, наконец, занимательно-познавательная рубрика «ЖЗЛФ» – жизнь замечательных людей в Финляндии. Знакомьтесь, Марьют Köpsi,
Бывшая депутатка финского парламента от партии Кокомус. Казалось бы, солидная дама, опытный политик, 2 срока заседала в парламенте с 1991 по 1999 год. Но широко известна она стала не как депутат, а как опытная социальщица. 26 лет она прожила на пособие. В течение 26 лет каждый месяц по расписанию ей капала компенсация. Адопционное пособие Сопиут Мисраха для бывших депутатов. Кто-то за 26 лет заканчивает 2 университета, рожает кучу детей, меняет 3 страны, а Марьют все еще адаптируется. Иногда она получала только пособие, иногда пособие плюс работа, то есть адаптировалась настолько, что иногда соглашалась поработать, но ровно настолько, чтобы не лишиться пособия. Неудавшаяся адаптация недавно благополучно завершилась выходом Марьют на пенсию по достижении ею 65 лет в феврале этого года. Наконец-то она полностью адаптировалась в финское общество, перейдя из презренных халявщиков в солидные пенсионеры. Но настоящей звездой ее сделали папины деньги. В 2019 году ее очень пожилой и не очень здоровый отец доверил Марьют управление своими счетами. Дочь, разумеется, согласилась помогать отцу, но решила сначала помочь себе. И в течение почти 4 лет Köpsi выносила со счета своего пожилого отца деньги. Иногда по чуть-чуть, а иногда побольше и много. В итоге дошло до того, что даже доставка еды для отца была прекращена из-за неуплаты счетов. Старик пошел к банкомату, а там ТАСС уполномочен заявить: счет пуст. Вскоре после этого отцу назначили опекуна, и масштабы катастрофы начали проясняться. Дочь переводила деньги себе и мужу, оплачивала свои счета, ремонтировала дом. Марьют говорит, что была устная договоренность с отцом оплачивать его счета и оставить немного себе. Суд признал, почти 36 тысяч евро были потрачены не в интересах отца, а в личных целях Марьют. Кроме того, Köpsi злоупотребила своей особенно ответственной ролью – управлением финансовыми делами отца. На суде Köpsi пыталась объяснить, что часть денег она взяла в долг, а остальное было по договоренности. Правда, отец таких договоренностей не помнил. И вообще он сильно удивился, обнаружив исчезновение денег. Суд посмотрел на эту аргументацию и вуаля. 10 месяцев условно и обязательство вернуть государству полученный преступным путем выгоду – 36 тысяч евро, так как потерпевший умер в прошлом году и прямо возмещение ущерба ему уже невозможно. Но это еще не все. Оказывается, Köpsi осуждена не впервые. За 2 года до истории с отцом, в 2022 году, она уже получила условный срок. За что? Да за любимую народную забаву – вождение в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Köpsi остановили за рулем с содержанием алкоголя в крови 2,11 промилле. Для справки, это уже не бокальчик вина, а это уровень «иду на таран». Суд приговорил ее к 70 дням условно. И она даже не возражала, понимая, что с таким уровнем алкоголя спорить сложно. И вот на дворе 2025 год. А у Köpsi, помимо приговора за присвоение средств отца, несколько тысяч евро в исполнительном производстве. Претензии к Köpsi предъявили сразу 3 банка и 2 коллекторских агентства. Задолженности начались сразу. Угадайте? Правильно! Папа умер, и адопционные выплаты закончились. Начались долги. Вот он, страшный мир без адопционного пособия. Для справки, я не увидела упоминания о величине ее адаптационного пособия. Но, например, Суви Линден, она тоже годы живет на адаптационном пособии. И в прошлом году ее доход был около 70 тысяч евро. Ну что, вполне солидно. Ладно, продолжим изучать подвиги нашей колоритной героини. Если вы подумали, что Köpsi только обвиняемые, то вы ошибаетесь. В другом деле, который сейчас рассматривается судом, она проходит как жертва насилия. Ее кто-то поколотил. Вот такая биография. 2 депутатских срока, 26 лет на пособии. Судимость за пьяную езду. Судимость за воровство у собственного отца. Исполнительное производство. Банки, коллекторы,
Но и это еще не все. После всего Марья жалуется. Меня травят в социальных сетях, подписчики пишут гадости, хейтеры смеются. А она попала под раздачу. А ведь как все начиналось? Депутатский мандат, обещание служить народу. Все просто. При бюджете, ни забот, ни в сюжете. Труд не ложь, чтобы сбежать, можно выпить и поспать. Ой, люли, люли, какой сюжет. Было дело, дела нет. Здесь же шла всегда с деньгами, не морая рук трудами. Только карточку держи, на работу не спеши. Ой, люли, люли, какой сюжет. Было дело, дела нет. За пособием ходила, заполняла каждый лист. Был у дамы стиль простой, к автомату и домой. Ой, люли, люли, какой сюжет. Было дело, дела нет. Мы бы тоже не трудились, все мечтают отдыхать. Но таких вот привилегий нам вовеки не видать. Ой, люли, люли, какой сюжет. Было дело, дела нет.